Привет, привет, мои дорогие студенты! Вы на канале Practical Russian. Меня зовут Наталья. Сегодня мы отправимся с вами на прогулку. В этом видео будут трудные слова и фразы. Это я вам обещаю. Сейчас я уже почти готова. На мне полосатая кофта и джинсы. Ну, вы не видите, но на мне сейчас джинсы. Я хочу надеть кеды. И еще я хочу надеть куртку. Я надену куртку, потому что на улице сегодня прохладно. И я хочу спокойно погулять. Я не хочу замерзнуть. У меня здесь куртка. В одном своем видео я уже показывала, как я одеваюсь, как я собираюсь. Видео будет здесь. Можете посмотреть его после этого видео. Там я показываю, как я застегиваю куртку, завязываю кеды. Сегодня не об этом. Сегодня мы идем вместе на прогулку. Видео немного трудное, но к видео есть субтитры. Или вы можете использовать альтернативу PDF-файл. Под видео есть ссылка на материалы. Там больше полезных уроков, так что ссылка под видео и пойдемте на улицу. Это остановка. Я подхожу к остановке. Люди бегут на автобус, чтобы успеть на него. Они не хотят опоздать, они хотят сесть в автобус. И здесь знак остановки. Это знак, обозначающий остановку. И я еду в автобусе, мы мчим. Мчать, значит, быстро ехать. Прям лететь на всех парусах. Автобус довольно пустой, все вышли. Можно сесть. Ой, куда я хочу сесть? Я сажусь в автобусе, я села, и мы едем дальше. Я сижу в автобусе. Здесь полно свободных мест, никого больше нет. Все вышли у метро. Ой, моя остановка. Я выхожу. Выхожу из автобуса. Вот сейчас выхожу из автобуса. Я перехожу дорогу. Говорят, заканчивается переход. Еще 5 секунд зеленого. Я перехожу дорогу. Это пешеходный переход. Здесь ресторан и окно. Ой, я не знаю, что там. Какой-то магазин, но я вижу свое отражение. Это не зеркало, но я вижу свое отражение, как в зеркале. Я себя вижу. Покажу вам еще кое-что интересное. Это машина с прицепом. Это прицеп, и на прицепе стоят 2 мотоцикла, да? Это прицеп. И на прицепе 2 мотоцикла. Ой, и там еще один прицеп. Ничего себе. А нет, это уже на машине стоят 2 мотоцикла. Это у него такой кузов. Это кузов. Сзади машины кузов, и на нем 2 прицепа. Ой, 2 мотоцикла на нем, конечно же. Я иду по проспекту. Ой, я споткнулась. Обо что я споткнулась? Я не знаю. Здесь плитка, и я споткнулась. Видимо, она какая-то неровная, поэтому я споткнулась о плитку. Я хотела коснуться фонтана. Здесь фонтан, но начался какой-то мелкий дождь. Идет морось, не очень приятно. Здесь валяются окурки от сигарет. Это окурок. Это бывшая сигарета. Сейчас остался только окурок. Там еще окурки. И мусорка полная, вокруг мусорки тоже валяется мусор. Да что такое? Там вода, сверху вода, идет дождь, мелкий дождь. Началась морось, а я хотела прогуляться спокойно.
подышать свежим воздухом, посидеть, почитать книжку. Вот эта мусорка пустая, там нет особо мусора. А та мусорка была полная, не знаю. Там, видимо, чаще сидят люди. Это качели, это двойные качели, но они детские, они для детей, поэтому я, конечно же, не буду качаться на этих качелях. Там дальше есть другие качели. Здесь все занято, сидят люди, поэтому я пойду на ту дальнюю. Я хочу покачаться на качелях. Качели немного низкие, они какие-то маленькие. Ну, давайте я попробую. Я не знаю, кто придумал такие низкие качели. Я не высокого роста, но мне, правда, нужно довольно низко сесть. Я сажусь на качели и... кайф! В детстве я очень любила качаться на качелях. Ой, для вас это будет не так комфортно смотреть. Может закружиться голова. Голова кружится, да? Может закружиться голова, если вы будете смотреть, как я качаюсь на качелях. Качаться значит туда-сюда. Качаться. Да? Например, маятник качается туда-сюда. Я качаюсь на качелях. Качели качаться. Да? Можно кататься на чем-то, кататься на велосипеде, кататься на самокате, кататься на мотоцикле, кататься, ездить на чем-то, развлекаться. Но здесь я качаюсь. Это другой глагол. Я качаюсь. Кач. Например, в лодке меня укачивает. У меня, кажется, морская болезнь. Это называется морская болезнь. Меня укачивает. Как-то я была на лодке. Мы плавали в море на лодке, и меня укачало. Мне было плохо. Обычно, когда человека укачает, потом его тошнит. Тошнить. Значит, вам плохо. Еда выходит обратно. Да? Значит, вас тошнит. Меня не тошнило в тот раз, но мне было очень плохо. Меня укачало. Я была просто в ужасном состоянии. Но на качельках я люблю качаться. Еще в детстве у нас не было детских площадок, только были одни качели во дворе, и я часто качалась на качелях. Я люблю качаться на качелях. Давайте вместе покачаемся. Я толкаюсь ногами, не знаю, вам видно, нет? Я толкаю качели, и я качаюсь на качелях. Вы не поверите, я начала качаться, и какой-то стук. Эта качель стучит. Вы слышите? Стук. Тудум, тудум, тудум. Она стучит. Что-то в механизме. Так, вы видите, вот здесь механизмы, как бы показать, вот, там наверху механизмы с двух сторон, справа и слева, и мне кажется, они уже заржавели. Сейчас я вам покажу, сейчас я проведу вам. Они ржавые, это уже ржавчина, они ржавые, и, возможно, их нужно смазать, типа маслом, я не знаю, что они используют. Такие механизмы смазывают, и потом они уже не скрипят. В данном случае качель стучит, она не скрипит, но она стучит, и это не очень приятно слушать, когда качаешься на качелях. Но вот такой вот дурацкий стук. Так, дурацкий, хорошо, поясню. Дурак, значит, какой-то глупый человек, и дурацкий, значит, какой-то глупый стук или глупый звук, да, который неприятный и не очень мне нравится. Это летняя эстрада парка, здесь стоят скамейки в 2 ряда и такой амфитеатр. Там написано 1957 год. 2 балкончика, очень забавных. Это сцена, по факту, в виде полукруга, да, такая овальная форма. И на этой сцене проходят какие-то мероприятия, честно, не знаю. И здесь стоят скамейки в 2 ряда для зрителей. Я могу сесть и стать зрителем этого амфитеатра где-нибудь в центре. Да. Тут сижу я напротив этой сцены. Здесь в 2 ряда стоят скамейки для зрителей.
Я сидела в самом центре, и вот сама сцена. Можно уже отправляться дальше. Здесь сейчас ничего не показывают, пусто. Я не знаю, когда будет что-то интересное. Хотя сегодня суббота. Могли бы что-нибудь организовать. Вон утки и девушки кормят голубей, поэтому их очень много. И они кормят уток, тоже довольно много уток. Все голодные. Девочки кидают хлеб голубям. Это голуби. Серые птички – это голуби. А в воде плавают утки. И еще летают чайки. Белые – это чайки. Серые – это утки с зеленой головой – это селезни. Селезень, он мужского пола. Серая – это утка. Утка женского пола. Утка она, селезень он. Чайки, я не знаю. Чайки – это чайки. Так, ну я, в принципе, на сегодня закончила. Это я убираю в сумку. Я убираю. Ой, тут что-то провода все запутались. Надо распутать провода. Это провода, они все запутались. Путаться, когда это все вместе. И непонятно, что делать. А еще здесь пришли голуби. Так, что-то волосы зацепились. Ой, как неудобно. Так, ну все. Я освободила волосы, спасла свои волосы длинные. И можно спокойно погулять. Как и всегда, сейчас у меня для вас несколько вопросов. Вопрос номер 1. У вашей машины есть кузов? У вашей машины есть кузов? Вы когда-нибудь использовали прицеп для перевозки чего-либо? Вы когда-нибудь использовали прицеп для перевозки чего-либо? Вопрос номер 2. Вы замечали, в вашем городе валяются окурки на земле? Вы замечали, в вашем городе валяются окурки на земле? Вопрос номер 3. Вы страдаете морской болезнью? Вы страдаете морской болезнью? Вас укачивает, когда вы на лодке или на корабле? Вас укачивает, когда вы на лодке или на корабле? Хорошая работа! Я вернулась с прогулки. Это была отличная прогулка. Я люблю гулять. Дома все в порядке. Ничего не изменилось. Книги лежат на месте, стакан стоит на месте. Кстати, у меня есть видео, где я объясняю, когда и как правильно использовать лежать или стоять. Видео будет здесь, да? Можете посмотреть его. Я понимаю, что это видео довольно трудное. В этом видео трудные фразы и глаголы. Поэтому вы можете использовать материалы. Под видео будет ссылка на аудио и PDF-файлы. Также там список трудных фраз. Я рада, что вы досмотрели это видео до этого момента. Это отличная работа. И хочу сказать спасибо всем патронам. Спасибо за поддержку на Патреоне. Имена будут здесь. И еще у меня 2 новых человека на Ютубе. Спасибо вам, что вы поддерживаете мою работу. И я могу продолжать делать эти видеоуроки. Без вас я бы не делала, честно. Это огромная работа. Спасибо вам. Увидимся в следующем видео и желаю вам хорошего дня.